Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать о содержании почвы на винограднике. Сильный рост виноградного растения возможно при условии плодородия почвы. Плодородие почвы зависит от содержания в ней гумуса, а также элементов питания, которые доступны корням нашего виноградного растения. Если взять, например, лес, то лес растет без воздействия на него человека, сам по себе. Так как же это происходит? Осенью при опадении листьев, также когда деревья отмирают, попадая на поверхность почвы, на них взаимодействуют различные микроорганизмы, бактерии, также дождевые черви. В конце концов, это вся остатки растительности и органика попадает в корни деревьев. И это все происходит круговорот. Учеными подсчитано, что на протяжении 100 лет всего 1 сантиметр нарастает лесной почвы. За счет чего же это происходит? Естественно, за счет солнечной энергии и фотосинтеза. Я, чтобы ролик не был слишком длинным, в первом комментарии сохраню ссылку на видеоролик документальный. Кому интересно, можете посмотреть. Очень интересный документальный фильм про почву. Если коснуться виноградники, то существует основные 3 способа содержания почвы. Это под черным паром, мульчирование и задернение. Я не буду касаться первых 2. Каждый делает для себя выбор в ту или иную сторону. Я лично содержу под задернением. Задернение подразумевает под собой это не воздействовать механически, то есть полностью все исключается, оставляется все как есть. И постепенно нарастает растительность, трава. Растет именно та трава, которая возможна в вашем регионе. Неважно, ваша задача лишь не трогать механически почву, то есть не перекапывать, а ежегодно, регулярно его скашивать. Что происходит? Остаются микроорганизмы в нормальном состоянии, существуют различные бактерии, аэробные, анаэробные. Все эти процессы очень увлекательны. То есть не вся органика, которая находится в винограднике, доступны корням наших виноградных растений. И также за счет задернения вы уходите от монокультуры. То есть не только виноград растет, а растет различные культуры, что благоприятно влияет на плодородие и здоровое состояние нашей почвы. Так какую же роль выполняет трава, которая произрастает у нас при задернении? Трава при помощи солнечной энергии, также при фотосинтезе, создает различные углеродистые соединения, которые расходятся на вегетативный рост. Подсчитано, что около 40% расходуют на свой рост, остальные 60% передает через корни различным микроорганизмам. Взаимодействие в той или иной степени она остается в земле. Также при регулярном скашивании трава при перегнивании также будет попадать в наши виноградные корни. Существуют способы различные выноса элементов питания с виноградники. Это при сборе урожая. Также, когда наращивается вегетативная масса наших виноградников, это виноградные листья, также лозы. Так, давайте я вам покажу, что я делаю с лозами. После обрезки остается большое количество виноградной лозы. Я его при помощи измельчителя измельчаю. В данном случае это модель фирмы Bosch AXT25TS. Она измельчает до 45 мм лозы. Вы можете выбирать ту фирму и ту модель, которая вас устраивает по цене качества. На выходе имеем вот такую измельченную лозу. Измельченную виноградную лозу мы распределяем по поверхности нашего почвы. И после того, как она переработается различными микроорганизмами, через годы в той или иной степени она попадет на корни наших виноградных растений. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.